Ох, и тяжелый обзор для меня. Знаете почему? Потому что это наушники, это вот настоящие high-res аудио наушники, это BGVP Melody, одни из таких самых крутых проводных наушников с обзором на канале Технозон. Поехали. И когда я говорю про наушники, я имею в виду не накладные уши, а внутриканальные. И действительно здесь идет речь об неплохом, скажем так, high-res аудио. Я не брал, видите, это версия без микрофона, я не брал его как гарнитуру использовать, я конкретно хочу слушать здесь хорошую музыку. Объясню, когда мне там говорят, вот ты там не тестируешь на high-res каких-то устройствах. Нет, у меня есть ЦАП. И это high-res ЦАП 9260, версия 1.64. Конечно же, он Type-C для того, чтобы я мог его подключить к своему смартфону. Но мы сейчас не о ЦАПах ведем речь, мы ведем речь конкретно о наушничках. Давайте их вскрывать, посмотрим, что там внутри. Распаковочка у нас такая себе интересная. Вскрываем. Смотрите, как вскрывается это все действие. Сверху у нас такой кожух картонный. Убираем его, и сама по себе коробочка с наушниками. Как-то она должна открываться незатейливо. А незатейливо это значит на магнитах. То есть здесь такие достаточно серьезные магниты, открывается тяжело. Дизайн, посмотрите, так в принципе годно подарка. То есть можно дарить на подарочек, оформлять. У нас есть какая-то инструкция. И вот они, сами наушнички. Видели как? Вот эта вот штука, она бархатная. Вот эта вот упаковочка, она бархатная. Мы видим здесь наушнички. Мы можем достать вот эту вот бархатную подставочку. Вернее, не подставочку, контейнер бархатный. Сейчас будем их рассматривать. Смотрим, что есть у нас еще в комплекте. Есть коробочка, в которой у нас... Ух ты! Вот это вообще топчик. Смотрите, у нас с вами тут просто-напросто богатый комплект. Богатый в плане того, что у нас, смотрите, сменные сеточки есть. Вот они, смотрите, они откручиваются. То есть вообще огонь. Смотрите. То есть у нас вот таким вот образом, мы сейчас еще разберем, для чего это. Есть два комплекта амбушюр, при этом разных размеров. ЛМС, вот такие вот, силикон. И есть, смотрите, тоже ЛМС, это вокал, это для вокала, а это басовые, вот они. Мало того, здесь есть еще и пенные. То есть вот такой вот мега охренительный комплект у нас есть. Теперь есть кейс для наушников, то есть они пошли дальше. Еще есть дали кейс из кожи, белой кожи. Смотрите, это кожаный вот такой вот кейс для наушников. И здесь есть у нас шнур. Шнур, кстати, очень неплохой шнур. Очень классно выглядит. И, кстати, этот шнур, он очень неплох. У него сопротивление всего лишь 0,164 тысячных Ома на каждой из жил. Это я брал из, честно говоря, замеров очень компетентного одного человека, который именно замерял. И самое интересное, что здесь нет привычных вам QDC коннекторов. Здесь вот построено на вот таких вот интересных коннекторах. Вообще производитель заявляет, что вот этот вот шнур это графен. И сейчас вы видите, что здесь у меня, смотрите, какой у меня концевик. А мы здесь имеем еще с вами, смотрите, какой штекер. У нас здесь есть еще такой целый набор штекеров. Есть побольше, еще поменьше, чем 3,5. То есть 3,5 это 2,5, насколько я понимаю. Ух ты ж! Смотрите, как выглядят эти коннекторы внутри. То есть здесь у нас 4-пиновый коннектор, 4 пина. Давайте посмотрим на сами наушники. Наушнички. Выдавливаем наушники. И смотрите, они относительно маленькие. То есть, несмотря на то, что здесь 12-миллиметровый драйвер, это наушники абсолютно небольшие. Слушайте, а какие они красивые. Смотрите, вообще дизайн просто огонь. Смотрите. То есть у одного красненькая, другого синенькая вставочка. Сами они сделаны из металла, очень легкого. С вот таким вот логотипом BGVP.
Ну и само собой с коннектором. А ну давайте снимем. Видите, у нас снимаются амбушюры очень легко, и сменные вот эти вот посадочные места с сеточками, которые у нас есть сменные, ну именно заменные. Смотрите, у нас есть вот красная и есть еще тоже такого же цвета, то есть такая запасная. Можно раскручивать, выкручивать, ставить другую. Очень-очень круто. Вообще, характеристики этих наушников достаточно интересные. Частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц. У нас с вами 12-миллиметровый динамический излучатель. Чувствительность 106 дБ и сопротивление 18 Ом. Слушайте, ну вообще прикольно. Вообще вот этот вот коннектор, давайте коробочку отставлю. Вот этот вот коннектор называется тип MMCX. Они не накручиваются, они просто-напросто хорошо вставляются. Ну, смотрим, да, они просто вставляются, и даже то, что у нас там есть виток, я думал, виток увидел и думал накрутим. Ну, пробуем. Нет, на последнем витке они все-таки вставляются, и потом они чуть-чуть проклацываются. То есть достаточно прикольно. Выглядит это все сногсшибательно. Я вам серьезно говорю. При их цене, которую мы сейчас посмотрим, перед оценкой эргономики, перед оценкой самого по себе качества звучания, то я думаю, что очень-очень даже классный вариант. Так, давайте вот это все пока что уберем, сдвинем. Сейчас буду пробовать на всех типах амбушюр. Сдвинем немножечко, отложим сами наушники и посмотрим, что же нам производитель заявляется по цене и по тем возможностям, которые у производителя есть на сайте. Смотрите, на момент съемки этого видео они стоят $113. Существуют различные варианты цвета. Есть такой черный графит. Ну, во-первых, смотрите, Melody Silver. Нет, два варианта цвета. Я вам объясню, в чем разница. Здесь с микрофоном $112, $119 без микрофона. Почему? В чем разница? С микрофонным кабелем стоит дешевле, без микрофонного кабеля стоит дороже. С микрофонным кабелем просто в распродаже. Все правильно. Сейчас черная пятница происходит. Поэтому имеем, что имеем. Что мы видим из написанного? Так, ну то, что я уже говорил. 18 Ом сопротивления, 20 Гц-40 кГц, 106 дБ. Дальше, ну все остальное. Динамический драйвер 12 мм, длина кабеля 125 см. А ну давайте на самих картинках посмотрим. Они очень любят это все показывать на картиночках. Ага, вот так вот у нас все это устроено. Они заявляют, что они сами разработали этот 12-миллиметровый динамический драйвер. У нас тут и вибрационная диафрагма карбоновая, и еще сменные вот эти вот штучки, ну то, о чем я говорил, они разного цвета. И, конечно же, есть график по замерам из BGV лаборатории. Что самое интересное, по графикам замеров я видел других более компетентных обзорщиков. У меня, допустим, давайте так, у меня потребительские обзоры, есть обзоры на эти наушники технические, там, где люди замеряют их сопротивление, замеряют различные характеристики. И что самое интересное, разница между тем, что замеряла лаборатория BGV, и разница между тем, что замеряла лаборатория технических обзорщиков, она абсолютно идентичная, вернее, там разница 0,5%, даже не в абсолютной величине, не в абсолютно в относительной величине. То есть это отличный результат и, в принципе, вкладывается в какую-то погрешность. Ну, тут они видят, да, вот они заявляют, что это графеновый кабель. Видите, есть вариант с микрофоном, но я не буду его использовать, потому что я буду использовать вообще изначально на лэптопе для вот с этим вот сапом для прослушивания музыки, да, там, каких-нибудь фильмов интересных, или поиграть в них тоже подходит. Но здесь вот у нас 3-in-1 плаг, вот почему он дешевле, потому что в версии с микрофоном нет сменных вот этих вот плагов. И даже показывают здесь эргономику. Сейчас сами будем пробовать эту самую эргономику. Плюс они получили сертификат Hi-Res Audio. Да ладно, слушайте, они имеют право использовать логотип Hi-Res Audio, и реальный сертификат у них есть. Сейчас будем слушать, что там за Hi-Res Audio. Я, конечно, аудиофил еще тот, но хорошее звучание от плохого я уж точно отличу. Так, ну что, оцениваем эргономику. Алексей, вы нам нужны, дабы сейчас заснять прямо очень близко, как это все выглядит. Да, я сейчас их одеваю. Так, вообще, конечно, красивые. Они реально красивые. Я их сейчас одену, Алексей заснимет, как они выглядят. Правда, знаете что?
холодные, металлические. На улице, наверное, вообще морозик. На улице морозик, да, мы тут снимаем, мы тут металлические наушники одеваем, поэтому на улице я вам советую так присмотреться к этому действию. А ну, покажи, как это эргономически сидят они просто охренительно. Я вам честно скажу, эргономика... Они небольшие, они не выпирают. Амбушюры мягенькие, они не давят. Сейчас разные типы амбушюр еще попробую на разной музыке, но это просто-напросто класс. Вот, ну знаете, даже цена в 119 баксов за вот эту версию с 3 плагами вообще меня не пугает. То есть это реально крутые наушники, по крайней мере, пока что по внешнему виду. Но... То, что они не выпадают, это очень хорошо. Наушники действительно классные. Кабель мягкий. Длины кабеля в 125 сантиметров хватает, чтобы разместить в кармане брюк. То есть вы можете спокойно в карман брюк вложить плеер или что-нибудь подобное. Ну что, начнем тестировать качество звука. Подключаем их через ЦАП. Вообще, слушайте, можно было на компе слушать. Че я через телефон пытаюсь это все слушать? Так, воспроизведение через USB. Смотрите, у меня появилось воспроизведение через USB. Dolby Atmos там включен какой-то, графический эквалайзер пользовательский. Ну, короче, оно включило у меня почему-то сразу автоматически воспроизведение через USB. Я особо не морочил себе голову. Но мы сейчас будем слушать с вами конкретно флаки. Я закачал флаки. К сожалению, я не могу эту музыку ставить вот так вот просто, потому что будут проблемы с правообладателями, но что-то мы попробуем, конечно, придумать. По качеству звучания вам придется верить. Что ты мне скинул? Это... Оу! Это... Что-что? Ничего не говорю. Это просто топчик, я тебе говорю. Это... А? Заценишь, сейчас включи Nickelback, ты послушаешь, что такое. Кого включить? Nickelback. Это я слушаю сейчас Take Me to Marrakesh. Ребята, сейчас я вам расскажу, как это все дело звучит. А что ты говоришь, послушать? Nickelback. Господи, их столько у меня сейчас этих флаков. Ага, есть. Сейчас. Ой, слушай, я... Что? Да подожди, иди сюда. Это звучит просто пиздец. Выбирай себе какие-нибудь амбушюры. Это вокал, это бас. Но они так очень басово звучат. Вообще, слушайте, вот пока Леша... На, послушай пока. А я вам сейчас... Я вам сейчас приложу, конечно, вы это услышите, не услышите. Нифига себе коннектор, блин. Да я тебе говорю, здесь, конечно, все сделано просто. Вот золотые коннекторы, понимаете, позолота. Это вот все, как аудиофилы любят. Hi-Res, ЦАП. Ты послушай. А я вам скажу сейчас по качеству звучания. Потому что, ну так, мы сейчас будем слушать разные амбушюры. Знаете, что написал один очень авторитетный обзорщик про эти наушники? Смотрите, звучат же Melody достаточно плотно, музыкально, при этом абсолютно прозрачно по текстуре и просто сверхвыразительно. Все нюансы звукоизвлечения буквально как на ладони, словно у вас не динамик, а какая-то сложная структура из нескольких арматурных излучателей. С прекрасным по скорости и глубине басом, четкой, очень естественной серединкой и, на мой взгляд, немного пересвеченными верхами, в зависимости от стилистики источника. Это может быть как прямо в тему, так и излишне грубым. Ребята, если я вот, знаете, когда я делаю обзоры ТВ-бокса, говорю таким языком, вы на меня материтесь. Так вот, вот если бы я вам сейчас это все сказал своими словами, какими-то техническими глубинными терминами, то вы бы опять сказали, ну, очень интересно, но ни хера не понятно. Я вам расскажу своим языком. Звучат они просто охренительно, вот нереально. Вот такое впечатление, что ты прям вот находишься на концерте, по крайней мере, это со стандартными амбушюрами. Класс, а? Со стандартными амбушюрами. И вот если... Я всегда оцениваю, знаете, как звучание наушников? Это когда ты вот находишься перед сценой. Как ты ощущаешь себя вот по сравнению с тем, как ты находишься перед сценой
в данном случае я прям вот такое впечатление, что я стою, я прямо слышу, как расположен, вернее, ощущаю, как расположены каждый из музыкантов, даже вот эти вот передвижения музыкантов по сцене, такая, знаете, да, кстати, знаете, по верхам, да, немного вот у меня тоже сложилось ощущение такое, ну, он использует такой термин пересвеченности, я назвал бы это, знаете, такой немножечко не суховатый, как это сказать, звонкие, высокие. Это трудно выразить, но факт того, что звучат они просто нереально, и это действительно хайрес, это есть. Что касаемо разных знаете, что он еще так пишет, интересно? Так, в джазе, роке, фанке, ритм-энд, блюзе, какой-нибудь живой электронной музыке это интересно так дополняет акустическую картину, делая ее еще чище, точнее, с каким-то чуть не идеальным уровнем прорисовки. В тяжелой же музыке модель показала себя не столь впечатляюще, как-то чересчур резко и навязчиво. Ну, во-первых, нужно оценивать... Дело в том, что человек, который делал обзор, он оценивал не на родных амбушюрах вообще. Он использовал не родные амбушюры, во-первых. Во-вторых, ну да, у каждого свое восприятие звука. Как тебе вообще, Алексей? Вообще бенч. Кстати, я так заметил, что у меня тоже я себе выбрал медиум амбушюры на своих наушниках. И походу вот у них какой-то есть все-таки унифицированный. А где те амбушюрки? А вот смотри. Где те амбушюрки? Здесь есть круто. Вот этот вот кейс, да. Ну давай вот эти вот поставим на место. Я хочу послушать на других амбушюрах. Ну, во-первых, я слушал вокал. Я хочу басовые послушать. Вот действительно хочу послушать басовые, и именно флаки. Используем флаки 192 килогерца. Лаунж кидал, по-моему. Вот и мне интересно, нет, ну басовые я не думаю, что лаунж я хочу. Слушайте, как оно удобно и классно монтируется. То есть нету, вот знаете, дешевые наушники берешь, во-первых, выковырять это, ну, надо иметь недюжую силу и какое-то терпение. Во-вторых, порвать есть большой шанс. А в-третьих, качество звучания там будет хреновейшим. А здесь, ну, просто топчик, а? Звучат классно. Это прям, металл. Но я тебе нагрел их, понимаешь, поэтому ты не ощущал вот это все глубины вот этой вот. О, это фанк какой-то, да? Ну, что-то похоже на это. Ох, и звучит, а? Так. Мне интересно на басовых послушать, на басовых амбушюрах. Кстати, басовые амбушюры, так, надо тормознуть немножечко. Басовая амбушюра, она садится чуть более плотнее. Она немножко мягче, она заходит немного глубже. Ну, давайте так. И вы немного хуже слышите окружающую среду. Амбушюра достаточно мягкая, никакого распирания, никакого дискомфорта вы вообще не ощущаете. Так, а ну-ка давай послушаем тот же Nickelback. Вот если я его слушал на простой амбушюре, на вокальной, то на басовой... Вот... Класс. У меня такое впечатление, что я другие наушники слушаю. Вот тот случай, когда амбушюра даже играет роль. Ты понимаешь, вот не зря здесь столько вот этих вот комплектов амбушюрок. Ну, пенные я не буду использовать, мне пенные не нравятся. Может, тебе нравятся пенные амбушюры? Ну, знаешь, у меня когда-то были косы тогда очень... Ну, они классно анатомически заполняют ухо, да, и они конкретно вот под твое ухо садятся. Это, конечно, классно. Пенные амбушюры классно. Мне не заходят. Мне не заходит, у меня вечно оно приняло форму уха, потом то выпадает, то еще. Хотя здесь конструктивно оно не может выпасть, потому что, по сути, это не ТВС-наушники, которые у вас постоянно висят, допустим, в ухе под собственным весом могут выпасть. Здесь все равно у вас заводится за ухо кабель. Кабель достаточно классный, на этом коннекторе неплохом, поэтому, ну, за пенный вообще плюс. А вот мне, знаете, что хочется? Мне хочется послушать реальную классику. У меня есть вот 24 бита, 192 килогерца. Ну, правда, сам по себе Hi-Res аудио, который у нас здесь, я не думаю, что он так честно может вывести такую фигню. Слушай, иди сюда. Ты сейчас это должен услышать. Когда это джазовая композиция, такая четко джазовая, и здесь такая прорисовка. Я тебе говорю, с самого начала, когда слышны вот эти вот даже мелкие там... Знаешь, такое вообще так... Я вот на простых наушниках оно режет. Здесь, во-первых, 40 килогерц,
а там вот режет вот этот, как раз вот этот вот наш тонкий звук вот этой вот тарелочки, когда там... Кстати, вот эти, по-моему, у меня последние вроде эти. А ну, слушай. Знаете, что самое прикольное? Что на максимальной громкости нет захлеста, вообще никакого. То есть вы при любом уровне громкости вы слышите максимально широкий спектр частот. То есть вы слышите, да, по высоким там есть вот этот вот, как человек описал, вот он прям чувствуется, но он и не должен быть мега идеальным, потому что вот класс. Короче, я не могу выразить восторг. Да? Класса. Огонь, давай сюда. Нет, все, нафиг. Еще, слышишь, еще не так просто достать их с сухо. Ну да, они не выпадут. То есть ты не боишься, что ваши наушники, грубо говоря, выпадут куда-то. Но это нереально. А вот классика. Мне интересна классика. Тихо, подожди. Сейчас. У меня есть... Ну, классику, наверное, на пенных надо слушать. Классику надо на пене слушать однозначно. Ребят, и так как у нас потребительский обзор, не опускаясь до уровня каких-то там мегатехнических... Мне пишут. Кто мне пишет? Да, сволочи какие-то пишут. Не опускаясь до уровня каких-то мегатехнических подробностей описания звука, я вам скажу, что практически все вот у меня есть разные варианты файлов, то есть разные стили музыки. Это классика, это рок, это... соната номер 32, си бемоль. Короче, разные стили музыки, разные файлы с разной частотой, с разным качеством, но если вы используете такие наушники, то это однозначно нужно использовать ЦАП, Hi-Res ЦАП, это однозначно нужно слушать флаки, это однозначно нужно слушать какие-то Hi-Res, музыку в очень высоком качестве. Я честно вам скажу, это одни из лучших наушников, которые я вообще слышал, именно вот такого формата. Я не так их много слышал, может быть, десятка, полтора-два, но за эти наушники я не жалею, что мы заплатили 100, мы за них заплатили чуть дешевле вообще, тогда была скидка большая. Мы заплатили чуть меньше 110, сейчас они 119. Кстати, видите, здесь даже вот такой вот у нас есть фиксаторчик, который передвигается. Вот такой шарик прозрачный, и вы можете фиксировать положение ваших ушей для того, чтобы они сильно не положение, а само по себе фиксацию веревочки, не веревочки, кабеля, для того, чтобы они сильно не расходились. Наушники прелестные. Не зря это флагман BGVP, и мы настоятельно рекомендуем, вы нисколько не пожалеете, если вы любите беспроводные наушники. Во-первых, богатая комплектация со сменными посадочными местами под разные цвета, со сменными амбушюрами, богатым комплектом с пенными, вокальными, басовыми, с классным графеновым кабелем, с 12-миллиметровым динамическим драйвером, с хорошими показателями. Ребят, это одни из лучших наушников, которые есть на рынке за такую цену. Поэтому наш лайк, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.